Всем большой привет и добро пожаловать на второй выпуск моего генеалогического марафона, где мы вместе с вами пытаемся найти информацию о наших предках, собрать наше генеалогическое древо. И я думаю, что хорошее название для этого марафона могло бы быть «Генеалогия на диване», потому что большую часть всего, что мы можем сделать, мы будем делать, не выходя из дома. Надеюсь, что вы уже просмотрели ваши домашние фотоархивы, допросили ваших бабушек и дедушек и готовы приступать к следующему этапу. И следующим этапом я решила рассказать вам об открытых источниках, о том, что мы можем найти в интернете буквально за считанные минуты. Открытые источники — это базы данных, где можно найти информацию о ваших предках. Они позволяют двигаться от настоящего к прошлому, постепенно погружаясь вглубь веков. Одним из первых шагов, которые я рекомендую сделать, это погуглить ваших прабабушек, прадедушек. И здесь есть несколько лайфхаков, которые я часто применяю, и которые мне очень сильно помогают. Это использование специальных символов. В генеалогии важно искать информацию не только о ваших прямых предках, о бабушках, дедушках, которые напрямую связаны с вами в генетике, но также и искать и второстепенных ваших родственников. Например, братьев, сестер, ваших прабабушек, прадедушек, потому что у них, во-первых, может быть, какая-то дополнительная информация сохранилась, а может быть, найдя их документы, вы узнаете что-то новое о ваших прямых предках. Поэтому важно расширять ваше дерево не только вглубь, но и в ширину. И в таком случае очень часто помогают мои приемчики для гуглинга. Так, например, для поиска информации о конкретном человеке, чтобы полностью совпадала фамилия, имя и отчество, мы берем эти данные, которые у нас имеются, в кавычки. Таким образом, поисковая система будет искать точное совпадение именно всех трех слов. Но здесь не стоит забывать, что написание могло немного отличаться в разные времена. И второй способ, который я использую для поиска как раз-таки второстепенных членов семьи моих прабабушек, прадедушек и других родственников, это звездочка. Например, когда я знаю, что у бабушки была сестра, но не знаю точного имени, то я использую фамилию, отчество, беру их в кавычки и между ними ставлю звездочку. Звездочка в данном случае обозначает, что мы не знаем, но уверены, что комбинация фамилия, нечто, отчество должны точно совпадать. И этот способ мне очень часто помогал находить как раз-таки абсолютно неизвестную мне ранее информацию. И следующим шагом в поиске информации о своих предках онлайн я бы рекомендовала заняться репрессированными. К сожалению, это та часть истории России, которая коснулась большинство семей бывшего Советского Союза. Существует множество открытых баз данных, поиск по которым позволит узнать о судьбе ваших родственников, которые могли быть сосланы, арестованы, даже казнены. И первый проект, о котором я расскажу, это «Бессмертный барак». Это проект, который позволяет создать памятную страницу о жертве политических репрессий. Второй проект, на сайте которого я часто искала своих предков, это «Открытый список». Открытый список — это база данных, собранная историко-просветительским обществом «Мемориал». Здесь также можно найти информацию о тех людях, которые попали под репрессии в период советской власти. Этот список содержит более 4,5 миллионов записей. И третий ресурс, который я сегодня порекомендую о репрессированных, это Национальный банк репрессированных. Это база данных, собранная из книг памяти Украины. Я нашла там множество своих родственников. Есть один нюанс, что не забывайте, написание на украинском и на русском, оно сильно отличается, поэтому давайте я вам покажу, как я ищу своих предков, потому что их фамилии, имена и отчества пишутся абсолютно иначе, нежели мы привыкли их писать на русском языке. Также, конечно, важной частью истории России является Великая Отечественная война. И это, опять же, коснулось очень многих семей, и это один из тех ресурсов, которые стоит обязательно проверять. Есть открытые базы данных, где можно проверить некую информацию о ваших предках, которые, возможно, принимали участие. Один из самых больших источников информации о Великой Отечественной войне — это «Память народа». Этот сайт содержит множество различных документов архивных, сканов, каких-то наградных листов, списков и так далее. И в некоторых случаях это, конечно, действительно очень ценная с генеалогической точки зрения информация, а в некоторых случаях можно найти даже фотографию вашего предка.
В базе данных этого сайта содержится более 40 миллионов записей. Помимо памяти народа есть еще один важный ресурс — это подвиг народа. На самом деле часто информация перекликается между ними, но в принципе можно найти что-то новенькое. Поэтому лучше проверять, конечно, чем больше ресурсов, тем лучше. И хочу напомнить важное правило генеалога, о котором я говорила в первом выпуске. Обязательно помните, что место важнее даты. То есть, находя какую-то запись, где указано хоть какое-то место, обязательно себе куда-то его сохраняете, потому что, возможно, в будущем, когда вы углубитесь еще дальше, это вам сильно поможет. И последний ресурс, о котором я сегодня расскажу, это также очень важный ресурс, потому что с помощью него вы можете уйти уже больше, чем на 100 лет назад. Это сайт Героя Великой войны, сайт, посвященный участникам Великой войны 1914-1918 годов. И пусть там гораздо меньше информации собрано в тех сканах документов, но тем не менее это очень классно, что их удалось сохранить. Ну и теперь перейдем к главному бонусу. Наконец-то я готова объявить, что проект Seven Gems запущен. И более того, на самом сайте Seven Gems, зарегистрировавшись и пройдя на вкладку "Исследования", вы сможете воспользоваться встроенным поиском. Одним поиском пройтись по всем базам, которые я сегодня назвала, и, возможно, кого-то там найти и сразу перейти. На днях я еще сделаю отдельный выпуск о том, как и что вообще делать на сайте, такое небольшое демо. Но сегодня вот просто делаю вам анонс, что проект запущен, регистрироваться можно. Вот я жду, надеюсь на ваше терпение, поддержку, потому что сайт я этот разрабатывала сама. Тестировала, соответственно, тоже сама. Можете себе представить, как у меня уже замылились глаза и как, я уже могу не замечать каких-то нюансов. Поэтому если вы замечаете что-то неработающее или у вас есть какие-то пожелания, то обязательно пишите мне. Я обязательно займусь ими. Они будут в моем списке задач. И я думаю, что в этом преимущество моей платформы, в том, что я всегда здесь, чтобы сделать это максимально удобным для нас всех. Спасибо вам большое за просмотр этого видео и увидимся на следующей неделе.